Всем привет, друзья! Хочу поблагодарить этих ребят: Вова Светочкин, Макс Икс, Гриша Кудряшов. Спасибо за вашу поддержку. Прошлый выпуск закончился на том, что Такемичи встретил Майки в заброшенном боулинге. Майки выстрелил в Такемичи без особых причин. Такемичи истекает кровью. Давайте узнаем, что было дальше. Погнали. Такемичи сидит на коленях. Майки говорит, что он не хотел с ним видеться. Такемичи истекает кровью и еле держится. Майки продолжает и говорит: так как исход нашей встречи всегда был бы таким. Твое долгое путешествие заканчивается здесь. Майки оборачивается и уходит. Однако сзади Такемичи говорит, что спасет его. Майки удивлен. Такемичи спасет его, неважно, сколько раз ему понадобится это делать. Это ради него. Майки продолжает уходить, и тут он решает покончить со всем прямо здесь. Он поднимается на крышу и встает у края обрыва. Люди замечают, что там кто-то стоит на крыше. Им интересно, что там происходит. Люди кричат и догадываются, что он собирается спрыгнуть. Люди начали обсуждать его. Санзу это замечает и смотрит на крышу и видит там Майки. Он в шоке. Майки стоит и представляет Шиничиро, как он спрашивает его, как ему вид сверху. Эмма спрашивает: приятное чувство, не так ли? Баджи просит его позаботиться о всех. Дракен говорит ему: ты же это понимаешь, Майки? Все ребята тоже собрались, и он будто стал тем самым Майки из прошлого. А внизу собрались свастоны, и Майки, обращаясь ко всем, предлагает сделать это и улыбается. Санзу кричит, чтобы он остановился. Майки спрыгнул. Он падает, и все молча смотрят на это. Но тут появляется рука, которая хватает Майки за руку. Это был Такемичи. Он не даст ему умереть. Майки в шоке, что он сумел это сделать. Все стоят и обсуждают, а кто-то снимает на телефон. Такемичи просит, чтобы он быстрее схватил его за руку. Майки говорит, что это глупо. Он ведь только что попытался убить его. Но все же. Такемичи отвечает ему, что у него не так много времени. Он вырубается. Майки просит отпустить его руку. Он покончит с этим. Но Такемичи хочет, чтобы он выжил, ибо он об этом будет сожалеть. Такемичи еле выговаривает и просит его быстрее подниматься. И снова повторяет, что он обязательно спасет его, неважно сколько раз он вернется в прошлое. Майки спрашивает: о чем ты говоришь? Ты ведь больше не можешь возвращаться в прошлое. Я не хотел с тобой видеться. Я не хотел такого исхода. Я только что выстрелил в тебя. Такемичи. Рука начинает соскальзывать, хватка слабеет. Майки просит дать ему спокойно умереть. У Такемичи идут слезы и кричит на него, чтобы он заткнулся. Он всегда был таким, что бы ни происходило. Он всегда пытается все тащить на себе. Просит сказать Майки это всего один раз. Просто попросить спасти его. Майки это удивило. Хватка продолжает слабеть. Рука Майки соскальзывает. Такемичи говорит: я обязательно тебя спасу, Манджиро. И тот самый бессердечный Майки заплакал. Рука продолжает скользить, и Майки наконец-то просит Такемичи спасти его. Майки хватает руку Такемичи, и происходит стук. Такемичи ничего не понимает. Все как-то туманно. Ему кто-то говорит: сколько ты еще собираешься спать? Ты ведь опоздаешь. Такемичи просыпается со слезами на глазах. Он попал на июнь 2008 года. Мама кричит, чтобы он побыстрее одевался. Завтрак уже на столе. И подмечает, что он стал старшеклассником, но ни черта не изменился. Такемичи лежит на кровати и не понимает, что происходит. Ну и 205 глава переносит нас в прошлое. Июль 2005 год. Люди обращают внимание, что там идет какая-то драка. Толпа подмечает, что этот парень чертовски силен. Он один уложил 10. И это, похоже, Ханма, судя по тату на его руках. Люди это замечают, что у него на руках набито преступление и наказание. И один из них вспоминает, что этот парень очень знаменит. Он бог смерти Ханма Сюдзи из Кабукичо. Ему сейчас 16 лет. Для него это утомительно. И задумывается: моя скука будет продолжаться до дня моей смерти? Тут какие-то гопники начинают расталкивать толпу и обращаются к Ханме. Это был Асанай Нобутака, глава Мёбиусов. Он говорит Ханме, что с ним кое-кто хочет встретиться, и просит его последовать за ним. Ханма озадачен. Они заходят в какое-то заброшенное здание. Какой-то парень сидит и спрашивает: так это тебя называют богом смерти? А Ханма раньше не видел этого парня. Это был Кисаки, и он просит его стать его пешкой. Ханме понравился этот парень, точнее Кисаки. Он не знает, чем он понравился, но он чувствовал, что он чем-то отличается от других гопников. Он умел завладевать сердцами людей. Кисаки общается с Киома и говорит, что ему не нравится Дракен. Он просит его переступить через свое достоинство. И на его бы месте Кисаки запырял бы Дракена до смерти. После Кисаки подходит к Пачину. Они знакомятся
и Кисаки прекрасно понимает его и просит уничтожить Мёбиусов. На его месте он бы не оставил в живых Асаная. Ханма продолжает думать, что он мог управлять сердцами людей, оставаясь в тени. Кисаки встречается с Пэйяном. Кисаки говорит, что это нечестно, он бы не смог смотреть в глаза Пачина, если бы простил Дракена, который решил бросить его. А Ханма наблюдал за всем этим. И в один день Кисаки сказал ему, чтобы он не забывал, он инструмент. Если он не может использовать инструмент, то он просто его заменяет. А Ханме нравится такой стиль жизни. С Кисаки его мир обретает новые краски и превращается в цирк. Кисаки говорит, что он ему втирает какую-то дичь, оскорбляя его. И Ханма подмечает, что Кисаки это целый цирк. Кисаки встречает Кадзутору. После он дает нож Юзухе. Кисаки продолжает создавать новые представления. После он встретил Изану, и тем самым он продолжал развлекать Ханму. Кисаки попросил Ханму ответить на один вопрос. «Почему ты следуешь за мной?» Ханма призадумался и не знает, что сказать конкретно, но он ответит на его вопрос, когда Кисаки умрет. Кисаки говорит, что херня какая-то, а Ханма, смеясь, пообещал ему. После Кисаки собирается поехать убить Эму. Ханма спрашивает его: «Ты ведь обычно не пачкаешь руки Кисаки?» Они поехали, и Кисаки отвечает ему, что он в отчаянии. Ханма не понял. Кисаки говорит, что ему не стать главным героем. Он просто клоун, но он все еще хочет заполучить желаемое. А Ханма удивлен, что он впервые слышит его настоящие мысли. Мы переносимся, когда Кисаки убил Изану, и Ханма увез его на байке. Тогда Ханма сказал, что это еще не конец. Однако после Ханма пришел в то место, где погиб Кисаки. Слышны звуки скорой помощи. Ханма, плакая, говорит: «Чётенько сдох». Ну, в английской версии он сказал, какой прекрасный способ умереть. Но это почти то же самое. Просто вы, когда умер Кисаки, вы в комментариях писали эту фразу. Июнь 2008 года. Ханма сидит у могилы Кисаки и спрашивает, как он там, и закуривает. Немного призадумался и поставил банку пива, говоря, что он, как и обещал, пришел поговорить. Ну что ж, давай начнем о боге смерти и клоуне. 206 глава начинается с истории Мучо. Мучо говорит, что в тот день он поклялся верности Майке. Он получил свое место, став главой 5-го отряда свастонов. Проходит время, Мучо лысый, к нему обращается Майки. Он просит его, чтобы его отряд позаботился об одном парне. Мучо соглашается. Майки приводит одного парня и показывает его. Это Санзу Харучио. Майки говорит, что в других отрядах не могут управлять им. Майки спрашивает, может ли он с ним справиться. Мучо берется за него. Он думает, Майки был прав, что только дураки постоянно доставляют проблемы. Мучо бьет Санзу. Мучо говорит, этот взгляд, у тебя тоже нет своего места, мы с тобой похожи. И после отряд Мучо получил спецпоручение выявлять шпионов. Он должен проверять подозрительных парней и все детально докладывать Майке. Проходит время, Мучо играет в шоги и говорит, что сейчас самым подозрительным является Баджи. Этот придурок не подчиняется никаким приказам главы и творит всякую дичь за их спинами. Но все же, почему глава ничего не делает с этим? Спрашивает Мучо. И Санзу, его оппонент в шоге, отвечает, что Баджи друг детства Майки. Санзу сделал свой ход. Мучо спрашивает, перешел в защиту? Хорошо держишься? Санзу отвечает, что король важнее остальных. Мучо делает свой ход и спрашивает его, почему он в одиночку полез на группировку Юцуя. Санзу, подумав немного, отвечает, что они сказали, что свастона отстой, и потом понеслось. Мучо говорит ему, что заботясь о короле, не стоит забывать и о себе. Санзу соглашается и просит прощения. Мучо призадумался и кидает ему черную маску. Он просит Санзу ее взять себе, говоря, что такими шрамами он далеко не уедет. Санзу соглашается и, улыбаясь, благодарит его. Мучо подмечает, что Санзу невероятно преданный, он сильнее и храбрее остальных ребят. И полгода спустя он стал его заместителем, которому Мучо мог доверять. Санзу сказал, что он был единственным ребенком в семье и всегда мечтал о таком старшем брате, как Мучо. Это понравилось Мучо, и он в таком случае просит его думать о нем как о своем брате. Санзу это принял. Мучо не осознавал, как Санзу стал прекрасной правой рукой и выполнял любые приказы. И когда они разбирались с Инуи и Коко, где был и Такемичи, Такемичи спросил тогда, собирается
собирается ли он предать Майки и Свастонов. Санзу призадумался. Мучо отвечает, что если бы он сперва встретился с Майки, то все было бы иначе. Санзу промолчал. И проходит время. Мучо обращается к Санзу и просит его идти своей дорогой. Он больше не вернется в Свастоны. Санзу, немного подумав, говорит: раз я выбираю свой путь, то очевидно, что я последую за вами, босс. Здесь мое место, рядом с вами. Мучо рад этому и поблагодарил его. Спустя полгода Мучо выходит из исправительной школы. Санзу поприветствовал его. Он удивлен его видеть. После они поехали на машине. Они приехали в порт. Мучо выходит и припоминает, что в этом месте была решающая битва. Происшествие в Канто, то есть Свастона против Поднебесья. Санзу ждал с нетерпением этот день, когда сможет расправиться с предателем. И наносит удар Мучо катаной в руке. У Мучо хлещет кровь, он не понимает. Санзу говорит, что он обманывал его с того дня и напоминает ему их партию в Шоге. И помнит ли он, что он тогда сказал? Король важнее остальных. До Мучо доходит. Санзу говорит, что он предал его короля. При этом снимает свою маску и наносит еще один удар. Мучо лежит, плачет и думает: вот она, кара за предательство. 2008 год. По новостям сообщает, что в заливе Токио был найден неопознанный скелет. Полиция пытается установить личность погибшего, а Санзу молча все понял, чей это был скелет. Да, друзья, так много всего в этом выпуске. Я рад, что Майки окончательно не умер в сердце. Однако было очевидно, что у него действительно поехала кукуха. Он уже начал представлять, что он все еще глава Свастонов. В общем, я надеюсь, дальше нам мангака объяснит, что это происходит с Майки и что это за черный импульс. История Ханмы тоже довольно интересная. Но больше всего меня удивил Мучо и Санзу. Санзу оказался более преданным, чем я ожидал, но более кровожадным. Теперь неудивительно, почему он оказался рядом с Майки в будущем, но Мучо все же жалко. У него был шанс измениться в лучшую сторону, но не того парня он держал рядом. В общем, интересно, в какое прошлое попал Такемичи. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять комменты. С вами не прощаюсь. До скорой встречи.